старая избушка. Вон уже вся крыша поросла лиственницами. Горный баран. И там запустение. Чуть выше меня ростом избушечка. Наконец-то я дошла до места своей стоянки. 5 лет назад здесь стояла за ручьем Камнана. Ручей сухой, а вот здесь под этими лиственницами, как под домами, деревьями, вот здесь у меня, ну не здесь, чуть в стороне стояла палатка. Вперед уже открываются горы. И уже проглядывают туда верховья Сунтара прямо. А влево туда уходит долина Хорони. Вот это место открытое. Здесь хорошая видимость. Палатка у меня стояла где-то вот под этими лиственницами. Главное, что здесь я сейчас нашла. Вот здесь, наверное, палатка стояла. Кострище свое. Вот подарок-то. Вот оно. Это мой почерк. Я так между камешками маленький. Маленькая палочка. Вот, все уже. Ничего тут не осталось. О, старинные угольки. Кострище 5-летней давности. Вот так вот все зарастает в тайге. Если на одном и том же месте не стоять. И под обрывом одна из проток Сунтара. Вот туда за водой можно ходить. Все, место классное. Здесь я поставлю палатку. Хотелось сегодня еще пройти отсюда. Думала, здесь только пообедаю. Ну, что-то так утомилась. Потому что надо было пораньше пообедать. А я все шла, думала, дойду до этого места. А тут вот дошла, думаю, как здесь хорошо. Останусь здесь. До Ермаковых осталось, до их базового лагеря осталось около 12-14 километров. Завтра дойду быстро, я думаю. Пораньше встану, надеюсь. Место уж больно хорошее. Здесь прям перина. Мягко. О, отлично. И вид отсюда замечательный. Стою на носу корабля, можно сказать. Подо мной текут океаны. Зачем, владыка, мне столько воды-то? Ручей, очаг и ложе, не больше, о Боже. Оставь мой слабый гений от всяких учений. Не дай мне Бог Сорбонны, но дай мне свободы. И я в обход лавины дойду до вершины.
стоит. Ну, отлично, сейчас подвестено еще. Утро 24 июня. Покидаю свою уютную стояночку. Сегодня у меня масло не растаяло наконец-то ночью. Было не то что прохладно, но не душно, не жарко. И продолжаю свой путь. Горы, верхушки затянуты. Но это не погода, не непогода. Это временная облачность, потому что есть голубые просветы. Под тентом у меня скапливается много комариков, поэтому я тент в самый последний момент убираю, чтобы они не мешали собираться, когда вылетят. А в палаточке у меня комаров нету. Рядом с моей стоянкой сохранился старый альбом. Каркас из жердей. Какие-то еще ящики тут. А я продолжаю путь на Харонь, на самый верхний правый приток Сантара, крупный приток. Подбирается ко мне дождик, но тепло, поэтому просто снимаю футболку, пойду, буду мокнуть в одной штормовке. В гидрокуртке сейчас все-таки жарко идти. Все затянуло сзади. Вот это да! Я увидела впереди зеленый тент. Это вот здесь вот узкие хорони. Я-то думала, они стоят уже на базовом лагере, отсюда километрах, ну, в 5, наверное, откуда уже. Я думала, они уже на Мусхаю пошли, я не увижу их в лагере. А они еще что, не дошли, что ли? Вот интересно. Неужели они стоят? Вот это будет мне счастье. Ой. Сейчас посмотрим. Посмотрим. А может там просто у них вещи, а их там нету. Знала бы точно, что они здесь. Я вчера на зубах бы доползла. Наверное, километров 8 от моей стоянки. Надо же. Вон она. Вон зеленый, яркий. Тент. Похоже, просто тент. Хотя не знаю. Ой. Вообще. Они оба на месте. Я увидела их в бинокль. Ну вообще. Вот это да. Ну у Сереги палатка за километр видно. Новая, зеленая. Во! Кто меня встречает? Какое счастье! Ага,
О, да, здесь это, оно так петляет вообще. Воды-то нет. Воды мало, а сначала много было, да? Сначала много. Это вообще течение сильное такое. Ну, 3 раза наводнение было. Да. В общем, как Ермаков говорит, ну это всего там идешь с косички на косичку. Получилось, сколько мы До шли-то? месяца почти. Да, представляешь? Обалдеть, обалдеть, обалдеть. И на Щучьих озерах были 20-го. Оладушки, оладушки. Каждый шаг. Каждый шаг. Ну, так уж я радуюсь всему очень. Вот. Я иду на рыбалку, а Серега несет груз. Хотела я что-то взять, он мне не дал ничего, говорит, все, сам отнесу. У него уже последняя, заключительная ходка к следующему лагерю. Вот. Красивые здесь терраски по бортам долины. Хорони. Серега идет с грузом. Здесь тоже дриада уже отцвела. Куропаточья травка. Но наверху еще тундра должна цвести. Я видела цветочки цветущие. Вот это замечательное место, где в прошлый свой поход я 4 суток пережидала в непогоду. Ой, какая здесь сейчас хорошая голубая вода. Здесь вот ямки. Может быть, будет хариус. Красотища. Сейчас найду свое кострище. Вот. Вот оно, мое место, мое кострище. Надо же. Вот тут. 4 суток. Класс. Сохранилось все. И знакомый вид. Но сейчас гораздо более радужный. Сейчас, конечно, тоже вершинки в облаках, но будем надеяться, погода улучшится, и мы пойдем туда дальше, в верховье Хорони. Ручей там, ручей уже называется Сунтар-Хаята. Хотим его посмотреть, он написал конкретно, где оно. Ну, я видел, там фиолетовые пласты проходят. Какое-то месторождение здесь, да? Да, надо посмотреть будет. Ну, там записи у нас есть, я распечатал. Ага. Будем на немножко ориентироваться, как она там найдет, не найдет. Ну ладно, я пошел мешок вешать. Давай, я рыбу буду ловить. Давай, лови. Я через это место. Хорошо. Нет, рыба не ловится. Наверное, ее смыло паводками вниз. Наконец-то сегодня хорошая погода, облака уже не темные, вот светлые поднялись. Замечательное место на мягком мху. Выспалась как слон, наверное. Вот, а Сергей с Ниной уже собрали в лагерь и переходят выше в базовый. Я сейчас позавтракаю, тоже их догоню. Тут недалеко. Не, ну какая красота, когда солнышко. Ой. Вот туда низовье Сунтара. А это горка напротив устья Хорони. Солнце сегодня, да. Да, вообще. Быстро вы собрались, да? Да что мы быстро. Ну, да.
Какие у вас рюкзачки интересные. Простые, да, без всяких спинок. Да, это просто это, Ага. мешок, короче. Да, нормально. Мешок прям там. Жерди Сергей берет все-таки, чтобы новые там не рубить. Под палатку, наверное, самые основные. Ой, какой Сергей заботливый. Сергея килограммов 25 рюкзак, наверное. Сейчас. Мужики говорят, главное с ним встать. С верхом остальное уже. Да прям. Манящие полосатые горы. Добралась до базового лагеря. Встречают меня тут компотом из ревеня. Я так и думала, здесь только ревеня на подходе. Вообще. Вот так, там. Вообще. Марина, он Ой. О. Если есть счастье на свете, то вот оно. Счастье есть, оно не может не есть. Уже охлажденный, сладенький. да. Ой, да. и даже еще осталось. Да, Ну да, вообще деликатес. Нина печет оладушки. Счастье-то какое. Еще фантастика. А место-то здесь какое. И погода у нас разгуливается. Это последняя зона леса на ручье Харонь. Вот здесь лагерь у нас на таком склоне. Но места для палаток нашли. Да здесь Сергей уже раньше стоял. Вон моя палаточка там внизу, ближе к воде. Вот их палатка. Сергей и Нина. Вот. Вот в такой красотище мы и живем. Открылись самые верховья Харони. Туда ведет перевал на Ниткан и дальше в Юдому. И вон там даже снежники видны. Вон. Да, мы тоже пойдем, красотища. Ну и визитная карточка хребта Сунтар. Это вот такие полосатые горы, осыпные, живатые. Верховье ручья Сунтар. Это перевал станции туда путь идет. Ох ты, смоленистые такие листочки у нее. Ну, похожи на смородину. Зеленая еще. Ну, сколько ее будет. Надеюсь, дождемся мы еще урожая здесь. Не, ну вот это настоящий отдых. Ну, просто. Да. Чайник кипит. И будем чаек пить. Вот эту брал. Вот меня тут накормили, обогрели, приодели. Такая заплатка большая. У меня штормовка что-то пошла рваться. Ведь есть новая, но взяла такую, чтобы не жарко было. И вот она на спине. Ну, Дала самое главное сюжет, как я понимаю. Да. И по цвету подходит. Просто, Ну, вообще супер. да. Какое неземное освещение. Солнце низко из-под облачков. Освещает, как склоны. Ух. Вот как, в какой красоте мы живем.
Вот вид, который открывается с борта долины, рядом с нашим лагерем, на верховье ручья Харонь. В ясный, безветренный день я отправляюсь на разведку некоторых ручьев и щелей. Может быть, удастся что-нибудь поймать, если будет ямка. Мы сегодня отдыхаем здесь, на базовом лагере, а завтра уже отправляемся к ледникам. Вот такие грандиозные горы обрамляют нашу широченную долину. Туда наверх идет ущелье ручья Сунтар-Хаита. Я приподнялась над ручьем Харонь, над его правым притоком. И тут такие виды открываются. Ну, это на ущелье, на долину ручья Сунтар-Хаита, к которому мы поднимались. А это вот наверх, чего там открываются, горы какие. Ой, о, это да. Вот мы туда пойдем, только немножко другим путем. А лужайки тундровые тут наверху, ну просто замечательно. Это вот Кассиопея, есть сука, карликовая березка. Просто рай. Комаров нету, солнышко, просто благодать. А вон там ущелье ручья. Ну там можно еще идти, я смотрю. Горы в верховьях этого притока. Высота уже где-то 1500, может больше даже. Вода чистая, светлая. Пока я гуляла, Нина тут напекла. Вот заключительная лепешечка, прям как хлеб. На медленном огне потихонечку пропекается. Вот она красота. Я думал, они, как фильм у них смотришь, кажется, они большие, они такие толстые вообще. Ух, какие. И вот как классно пропекается. Мастера, что тут скажешь. У Сергея и Нины на старте, в начале подъема против течения по Сунтару вверх горам, было 90 килограммов продуктов на двоих. Перед подъемом в горы на ледники здесь мы оставляем часть продуктов, которые нам там не понадобятся. Мы собрались на пеший выход на ледники Мусхаи. Серега с длинным шестом под тент. Погодка, всю ночь поливал дождь, а сейчас нормально. Проясняется. Не, ну, облачка есть, но солнышко тоже проглядывает. Оставляем тент. Под тентом всякие у нас там, то, что железо всякое, весла, котелок мой, эти, таз, ведро. А основное все, конечно, вон гроздями на деревьях от медведя. У Нины, в отличие от нас, сапоги короткие. Серега не нашел нужного размера для Нины, поэтому мы выбираем брод, чтобы аккуратнее Нине было. О, даже Серега не поднимает болотники. Солидарность.
Нормально. Летописец это называется. Вон туда Хоронь уходит. Перевал Неткан, а мы идем дальше, выше. Ну, наверное, уже ручей Сунтар-Хайта, вот это, он же сухой сейчас будет, да? Ну, он будет сухой, ну, не сразу, наверное, немножко дальше. Выше Одинокого точно. Ага. Надо же, как сюда дрова завезли. Ущелье в это. Ой, вот это да. Какие классные саночки, волокуши. Ничего не весят. Ух ты. Вот это да. Прям хоть с собой бери. Ну, сейчас у нас лето. Хотя можно и по тундре такие волочить. Как хорошо сделано. Заклепочки, вот, крючочки, чтобы веревку завязывать. Вот такие самодельные санки. Ночной дождь не прошел бесследно. Вот здесь уже притоки такие белесые. Размывает породы, видно. А вон там вдоль борта идут Сергей с ними. Манящие горы наши. Падение ручья Одинокий. Туда вот его ущелье ведет. А здесь на правом борту ручья Сунтар-Хайта. Как классная полочка. А наш путь туда, дальше. Вверх. Мы приближаемся к примечательному месту. Здесь в ущелье засыпан старый вездеход. И до сих пор вот он сохранился. Сейчас мы к нему поближе подойдем. Вон он там впереди проглядывает. Вперед! Всяких железочек. Вот памятник советской геологии. Искусственные и вот живые памятники советской геологии подошли. Нина и Сергей. Добрели. Вот. Неразрушаемые люди и техника. Вот так вот. Как, Серег, называется эта техника? АТЛ. Нам этот геолог написал, что они здесь АТЛ? работали. Да. Это что такое? Автоматическое? Не знает. Никто не знает. Я думаю, ну, наверное, не знаю. Да. АТЛ, просто я еще даже... Трактор легкий какой-нибудь, или автотягач, или еще что-нибудь такое. Ну, вот нужен шурупчик маленький. О, Шурупчиков нет. мотор. Что хочет на это, что это, что ему надо. О, 1973 год на аккумуляторе. Ага. Эти винтики как хорошо сделаны, советское качество. Да. То все плохо делано. Смотри, как все, контакты такие хорошие. Они не соржавели. Винтики классные вообще. Ага, Да, нержавейка. да. И вот, ну, видите, контакты такие. Ага. Ну, а весь кузов забит камнями. Вон, борт уже вообще в глубине.
А тем временем перевал станция, там освещается впереди, и нас зовет на подъем. Смотри, какая туча там черная. Ну да, черная да. туча тоже, но это побочные эффекты путешествий. Вот здесь свежие оранжевые осыпи долетают. Да, русло перегораживает ущелье новыми обвалами. Ну это когда потоки воды. И вот уже просматривается за перегибом там перевал станция. Дождик нас немного помочил. Серега, одевались. Но уже кончился дождик. Мелкий был. Чего ты снимаешь, как мы ковыляем? Да. По курумнику. Ну а скалы-то какие скалы, ух. Разрушающиеся, правда, но все равно. Как будто плитка торчит такая. Ну вот он, собственно, и подъем под этой скалой на перевал станции. Вон туда вот. Вон туда. Серега расчищает склон, спускает лишние камни. А мы идем по очереди, чтобы друг другу на голову не сыпать. У нас косых нет. Перевал станции считается не категорийным, но здесь есть один такой участочек, перегиб достаточно крутой, и там живая осыпь, все под ногами ползет, скалы рушатся, и, в общем, не очень приятно залезать. Да. А вот туда вид вниз, в долину, из которой мы пришли. Да, тут вот приходится лезть, держась руками за склон тоже. Иногда палка мне даже мешала. Серега разгрузил Нину, ну вернее он свой рюкзак занес, теперь Нинин нас слушается. Хотя могла бы, наверное, и сама. Ну все, здесь уже проще. Ну вот, сейчас мы уже все будем в сборе. Дальше тропа видна вниз по курумнику, поднимается плавно дальше наверх. Нина, супруга Сергея Ермакова, всю жизнь проработала в геологии, много раз была в экспедициях, в тайге все лето жила, но ни разу не была на ледниках. И вот Сергей решил, что во что бы то ни стало показать ей ледники. В общем, это является целью этого путешествия для них. Какие здесь все-таки удивительно яркие горы. Так радует взор. Тропа на фоне серых камней такая более оранжевая. Не камни перевернутые. Из ущелья мы выбрались вот на такое плоское поле. И там вдали видны строения. Здесь вот раньше работала метеостанция. Вот, собственно, вот эта широкая часть и называется перевалом станция.
А вон туда направо путь на ледники и на гору Мусхая. Нашли лужу. Нашли лужу. И тут вообще кострище старое. Здесь остатки всяких ящиков. Сейчас будем газ экономить. Чаемничать и газ экономить. Где есть люди, там всегда есть дрова. Костер у нас под крышей. Щепки сухие вообще. Ящик. Ящик сухой, а вот эти крышки, которые на дне, на земле лежали, те не высохли, не успели. Ох, да, какая радуга нас встречает! Идем под Радугу-Дугу. Кажется, было все ровно, а мы вон по каким лазаем. Ущельем ручьев переходили сейчас. О. А там Бургали уже течет. Во! Нам открылся ледник. Ледник. По нему мы поднимались в 2008 с Лерой. А правее вот в этом ущелье ледник Клюкино. Мы сейчас к его подножию идем. Это следующий ледник. И если от него перевалить влево, то там уже выход на ледник Большой Мусхая. И саму гору будет видно. Мы идем к этим ледникам. С них стекает река Бургали. Там поставим лагерь. Все уже вечереет. Да, в общем-то 5-й час надо. А вон в ту широкую долину стекают воды реки Бургали. Туда мы тоже потом пойдем гулять. Все, уже подходим к Маренам, к горам каменным выноса с ледников. Вот Серега уже поставил палаточку. И пошла за водой. Кашу я варю в своей палаточке. О, гречневая там у меня с мясом, с жиром. А ермаком пойду чай пить. Ну и кашу есть. Мы там вместе будем есть. Просто, ну, у них свое, у меня свое. Хотя мне Нина все время предлагает поесть их еду. У меня тут подсолнечное масло, соль, вот это мед, а это масло топленое. Ну, это у меня маленькая часть на этот переход небольшой. Ну, сахар, молоко сухое. И я под тентиком палатку не ставлю, вроде комаров нету. Здесь у меня есть немножко мха, правда влажный. Ну, я так подстилаю всякие мешки. Ну, камешки Марены. Вот. Вот такой у меня здесь уют.
Вот стоим перед входом на ледники. Тук-тук, можно к вам? Отлично. Ой. Давай, залезай. О, вот так, как у вас здорово. О, я со своей кашей. О, какой приз большой. Тебе, может, удобнее повыше, Марин? Мне отлично. Осторожно, там каша, чтобы она не пролилась. Она там допаривается у меня. Гречная каша, она уже сварилась, но допаривается. Вот. Побольше, чтоб тепло. Газ не экономишь? Нет, не экономлю. Я вообще ничего никогда не экономлю. Понятно. Утром идем на ледники. Еще нет 9. Солнышко. Внизу воды не было, а вот здесь, она просто уходит под камни. А идет она с ледника Клюкина. А вот это все моренные гряды вокруг. Здесь тоже еще недавно лежал лед. Все вот так вот им спахано растаявшими потоками. Вот всякие эти бугры неприглядные, холмы. Но дальше я уже видела, там есть лед. Еще полностью не растаял ледник. Вот он, поток из-под морены льется. Ворота в ад. Еще там с потолка сыпется иногда. Капает. А вот и ледник Клюкина показался в полной красе. Да, вот тут озеро образовалось в основании. Вообще этот ледник гораздо проще для захода, чем вот соседний. Мы по соседнему поднимались в 2008. Но, возможно, уже изменилось все. Но здесь вот даже нету крутого какого-то подъема. Я думаю, даже без кошек можно зайти на него. Очень полого. Ну вот я уже на льду. Лед не скользкий, вот он такой припорошенный камешками. Конечно же, ледник открытый, сейчас жара стояла, все стаяло, свежее, если и было тут. И вот видно долину, да, вот за этой грядой она закрывает. Ледник снизу не видно его. Поэтому. Остановка. Я не представляю, интерес, потому что здесь все закрыто, порода-то. Ну как же, вот мы сейчас шли, смотри, сколько образцов, свежий стол, все блестит. Нет, вот эта площадь закрыта ледника. Ясно, что под ней. Вот то, что внизу в море, практически есть. Ну, можем спуститься в этот этап, который мы только что видели. Да нет. Вот она, центральная трещина ледника. О, какие там водопады просто падают. Вот это все река, она под этой вот мариной. Ага, да. Два выхода такие мощные. Там, ну вообще такое внизу такое зрелище какое-то жуткое. Да. Потому что это все темное такое. О, сыпется периодически оттуда. Оттаивает и сыпется. Вон там какие потоки бурные.
Там прям Ой, оползень такой пошел. Ага. Под этот душ мы залезать не будем. Ну, конечно. Горообразование, идущее на глазах. Вот. По одному тому сюжету сколько фильмов поставлено. Да. Вот так. Такой размер этой Марины обрыва. Бобслейная трасса ручья. Да, вон там она синенькая. Она еще не вошла под Марену, еще не испачкалась. Голубая вода. О, воды как будто прибавляется. Прям зашумело. Тает. Впереди открывается просто ледяной каньон такой. Вон, безопасное место перехода вон можно найти. Легко. Вон там какой каньон просто вообще. За двумя перевалами появилась вершина, показалась вершина Мусхаи. Острая. Везде потоки. Вот уже поднялись нам, где-то мы на высоте 2500. Ложе ледника, и видно вон старая линия на горах, которая очерчивает ту толщу льда, которая была здесь раньше, сейчас вытаяла. И вон она из-за хребта торчит вершина Мусхаи. Вот она. А здесь какую арку выточила вода, удивительная, ледяную. Преодолели трещину. Ледник Клюкино сверху. Здесь еще делает такой заворот за вот так в этот небольшой гребешок. И еще сюда часть его спускается, этого ледника, тоже Клюкино. А вот за этим гребнем уже лежит ледник Одинокий. А мы сейчас пройдем вот сюда чуть вниз. Там по космоснимку Сергей увидел озеро. Хотим его посмотреть. Ну уж потом пойдем вот на эту вершинку. 2776, по-моему, так примерно ее высота. На самом деле этот ледничок, по которому мы сейчас спускаемся, это ледник не Клюкино, а ледник без названия, номер 28. Полосатые разноцветные горы, не могу
налюбоваться. А вот и оно, озеро. Вот это да! Да, вот такие здесь козырьки по краям. С две стороны течет с ледника. Вот в это озеро, а в другую сторону это верховье ручья Санторхейта. Да, удивительно. Такое озеро образовалось. Моренное озеро. Вот оно. Ну и к краю лучше не подходить, не подходить. Эх, еще бы она теплая была, сейчас бы искупались. Нет уж. О, наточила изваяние. Каньон какой. Произведение искусства. На самом деле вода течет в одну сторону из этого озера. Сначала было такое впечатление, что как будто она течет и туда, и обратно. Просто очень глубоко прорезала здесь она свое русло. Серега смотрит, куда можно там подойти и провалиться. Полосы на склоне, ведь это тоже, наверное, так менялся уровень льда, воды. Горит. Раз жар идет, все в порядке. Мы вернулись на этот засыпанный хребтик, который разделяет ледник 28 и ледник Клюкино. Здесь удобно. Обедаем с видами, с дальними. Но потихоньку, конечно, не то, что утром так натягивают чуть-чуть. Облачка. После обеда начинаем восхождение на горку. Гора Магаданская. С нее должно быть Мусхаю видно хорошо. И как в леднике протаивают камешки такими колодцами. Образуются вот такие дырки красивые. Жарко, когда солнце выходит, и вот здесь вот, в этом цирке, он загораживает, стенка загораживает от ветра. Вообще тепло. Прям, о, снег шуршит. Шуршит иногда в этих промоинах. Кусочками снега сползает. Не на морине, а на леднике отдельные камушки вот лежат. С перегиба склона нам открывается снова Мусхая. Вот, несмотря на то, что облачность и такие вроде как мрачные тучи, не закрывают вершину. Ой. Мы поднимемся сейчас на 200 метров ниже, чем вершина Мусхаи. Вот на эту гору, что вверху ледника Клюкино.
Вот уже, в принципе, она тут недалеко. Пирамида. Видна, как хорошо Мусхая. Не, ну как же нам везет с погодой, я просто не перестаю удивляться. И освещение, и ветра почти нету, и красотища как открывается вообще. Курорт. И облака обалденные. Мусхая в своей полной красе. По тому ручью, там пару перевалов, и мы выходим на Буравнину. Как раз она ограничена с правой стороны вот этой вот Бургали рекой.